Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И тут такое дело. Дальнейший сюжет, который будет происходить в Elite Dangerous, будет связан у нас с таким персонажем, как Захари Рекхэм. И давайте-ка я вам расскажу про него вкратце, так как большая личность в сюжете была условно одна — Salvation. А это уже следующая фигура, которая поведет нас по сюжету. Если бы не вы, то, наверное, я бы не стал делать это видео. В моем телеграм-канале, ссылка на который в описании, вы были за этот видос. Так что вот, делаю. И если хотите меня поддержать, то ссылочка на донаты в описании. А мы начинаем. Захари Рекхэм, бизнесмен, также известный под прозвищем Ситцевый Зак, является триллионером, с собственным трудом сделавшим свое состояние и владельцем Рекхэм Capital Investments. За эти годы Рекхэм приобрел репутацию хитрого, своекорыстного спекулянта, и хотя он утверждает, что основал свою компанию после того, как добился успеха в качестве независимого торговца, ходят слухи, что на самом деле в молодости он был безжалостным пиратом. Это если вкратце. Но если углубиться и посмотреть про первые упоминания этого персонажа, то он появится на страницах Галнета аж в 3304 году по времени Elite Dangerous. А сейчас у нас в игре, на секундочку, сентябрь 3311 года. Первое упоминание от 3304 года, 7 лет назад, 20 июня. Инвестор вложился в верфи в Колония. Известный миллиардер Захари Рекхэм, владелец компании Rackham Capital Investments, сделал значительное благотворительное пожертвование на строительство новых верфей в регионе Колония. Бриана Бланка, финансовый журналист Federal Times, также опубликовала заявление. Очевидно, что это потрясающая новость для Колония и всех тех, кто работает в регионе. Однако, время пожертвования Рекхэма любопытно, поскольку оно происходит незадолго до аудита всей компании. Наличие такой колоссальной суммы, находящейся вне досягаемых налоговых чиновников, безусловно поможет этому старому пирату и его команде бухгалтеров лучше спать по ночам. 17 августа 3304 года. Миллиардер выигрывает в лотерею. Известный миллиардер Захари Рекхэм, владелец Rackham Capital Investments, был признан победителем лотереи в размере 1 миллиарда кредитов. Federal Times опубликовала мнение финансового журналиста Бриана Бланка. Очень подозрительно, что миллиардер играет в лотерею, и еще более подозрительно, что он ее выигрывает. Я уверена, что бухгалтеры Ситцевого Зака действительно найдут этим деньгам хорошее применение, оплатят гигантский счет за неуплаченные налоги, недавно представленные его компании. Один раз пират, всегда пират. 15 марта 3305 года. Смерть в компании Рекхэм приводит к борьбе за власть. В Rackham Capital Investments назначили нового финансового директора после смерти бывшего руководителя на этой должности. Бизнес-аналитик Мерлин Ройс дал следующий отчет о ситуации. Аарон Салазар был финансовым директором Rackham Capital Investments с самого ее основания. После внезапного сердечного приступа в Ивистон Спа с летальным исходом совет директоров поставил на его место Таю Гаварис. О прошлом Гаварис известно совсем немного, не считая ее резкого взлета по служебной лестнице. Исполнительный директор Захари Рекхэм на голосовании не присутствовал. Он взял короткий отпуск, чтобы справиться со своим горем. Мультимиллионер-бизнесмен, известный как Ситцевый Зак, создал компанию после успешной карьеры независимого торговца. Ходят слухи, что на самом деле он был пиратом. Как утверждают внутренние источники, назначение Гаварис может быть частью схемы по отстранению Рекхэма от управления компанией. 23 марта 3305 года. Раскрыто пиратское прошлое Тая Гаварис. Нового финансового директора Rackham Capital Investments Таю Гаварис обвиняют в связях с криминалом. Ранее она была лидером пиратов. Журналист Бриана Бланка сделала соответствующее заявление в Federal Times. Пока я готовила отчет о мультимиллиардере Захари Рекхэме, я лишь укрепилась во мнении, что и он, и многие другие работники Rackham Capital Investments некогда были пиратами, затем отмыли свои ворованные деньги и начали вести законный бизнес. Новое исследование показало, что Тая Гаварис была криминальным конкурентом Рекхэма.
Я считаю, что Гаварис воспользовалась своими знаниями о прошлом Рекхэма, чтобы шантажем выбить себе место в его организации. А теперь стремится захватить в ней лидерство, устранив верных ему людей. Federal Times уже несколько лет публикует подобные материалы о ситцевом Заке, однако уголовное преследование так и не было начато. Надеемся, на этот раз власти начнут расследование, пока месть Гаварис не зашла слишком далеко и еще не несет потенциальную угрозу жизням простых людей. 29 марта 3305 года. Вторая жертва конфликта вокруг Рекхэма. Глава департамента кадров Rackham Capital Investments погиб в результате несчастного случая, став вторым высокопоставленным лицом компании, погибшим за последние несколько недель. Журналист Бриана Бланка дала Federal Times следующий комментарий. Высокопоставленный руководитель Дэрин Оши погиб в результате аварии, произошедшей по причине неисправности его лимузина. Происшествие не сочли подозрительным. Однако спустя несколько часов место Оши было занято сторонником Таи Гаварис. Сама Гаварис заполучила место финансового директора, подобным образом после недавней гибели своего предшественника. Потеряв двоих близких союзников, исполнительный директор Захари Рекхэм должен почувствовать угрозу. Эта корпоративная борьба все больше напоминает столкновение двух пиратских капитанов за звание главного. Власти вновь отказались проводить формальное расследование по поводу Гаварис и Рекхэма, ссылаясь на недостаток доказательств. Сколько еще понадобится жертв, чтобы к этому конфликту начали относиться серьезно? Последующих расследований всего этого дела не велось, хотя запрос на помощь в расследовании был от 4 апреля 3305 года. О подробностях сообщила журналист Бриана Бланка. Оперативники разведывательной службы Федерации недавно обратились к нам по поводу последних смертей в компании Захари Рекхэма. Мы сотрудничаем с их следственной группой и готовы поделиться любой имеющей отношение к делу информацией. Мы долгие годы следили за подозрительной деятельностью ситцевого Зака, поэтому нам приятно узнать, что власти как минимум воспринимают наши предположения всерьез. Особенно их интересует, что нам известно о Тае Гаварис, которая, судя по всему, готова любыми средствами пробиться к верхушке власти. Мы надеемся, что Рекхэм, Гаварис и многие другие бывшие пираты ответят на все выдвигаемые в их адрес обвинения. 12 апреля 3305 года. Расследование по делу Рекхэма не ведется. В разведывательной службе Федерации отрицают факт уголовного расследования в отношении Rackham Capital Investments. Представитель РСФ сделал следующее заявление. Несмотря на недавние заявления журналистки Брианы Бланка, мы не связывались с ней в поисках документов и не проводим какого-либо расследования. Доказательства преступных деяний в Rackham Capital Investments отсутствуют. Наше агентство в прошлом не раз получало крупные пожертвования от организации, а сам мистер Рекхэм давно является почетным членом Гражданского наблюдательского совета РСФ. Подобное сотрудничество было бы невозможно, будь у нас хоть капля сомнений в честности мистера Рекхэма. Бриана Бланка опубликовала в Federal Times свой ответ. Если это так, кто тогда те агенты РСФ, что были у нас в офисе? Я лично с ними говорила и попросила предъявить удостоверение. Кому тогда достались наши записи о криминальном прошлом Захари Рекхэма и многих других? 20 апреля 3305 года. Тая Гаварис уходит с должности финансового директора. Финансовый директор Rackham Capital Investments Тая Гаварис неожиданно сложила полномочия и поспешно эмигрировала за пределы территории Федерации. Вместе с Гаварис компанию покинули и другие верные ей сотрудники. Все они решили отказаться от последних зарплат и выходного пособия. Общая сумма невыплаченных компенсаций по данным источника внутри компании составила около 365 миллионов кредитов. Журналист Бриана Бланка дала Federal Times следующий комментарий. Очевидно, что агентов федеральной разведки, которые запросили у нас информацию о Захари Рекхэме, на самом деле нанял сам Рекхэм для работы под фальшивыми именами. Вероятно, с их помощью Рекхэм смог собрать достаточно компромата на Таю Гаварис, чтобы заставить ту уволиться, а в корпоративном мире это равносильно самоубийству. Естественно, это лишь наше предположение, но мы продолжим самым внимательным образом следить за ситцевым Заком.
В Federal Times также подтвердили, что в редакцию поступило пожертвование от Rackham Capital Investment на сумму 36,5 миллионов кредитов с пометкой в благодарность за поддержку нравственности в журналистике. Спустя долгое время, 11 декабря 3306 года, на крыше мира скоро построят станцию. Мультимиллиардер Захари Рекхам собирается построить постоянную станцию в самой высокой точке над плоскостью галактики. Орбитальная станция будет построена в системе Хи-58832. Ее считают галактическим зенитом, одной из самых высоких точек, которых можно достичь. Финансированием проекта занимается корпорация Rackham Capital Investments при тесном сотрудничестве с Universal Cartographics и рядом других научных организаций. Расположение станции делает ее идеальным местом для сбора астрономических данных по поводу общей структуры галактической спирали. Снова спустя довольно долгое время Захари Рекхам всплыл в Галнете. 5 октября 3307 года. Отчет о секретной операции в колоде Джокера. Франческа Вольф из Волглас Investigations Agency поделилась сведениями, полученными в ходе секретной операции в игорной организации колода Джокера. Разведданные Гуннарсона оказались верны. Последний организатор вечеринки – инвестор-мультимиллиардер Лекси Октобер. Она же ранее спасла Супротеч от банкротства. В данный момент мы находимся на складе Октобер Консорциум, который снаружи выглядит заброшенным, но внутри представляет собой не просто сказочный, а поистине ослепительный дворец. Я точно не знаю, на какой планете мы находимся, поскольку всех слуг, включая меня, с поддельными удостоверениями доставили сюда в строжайшем секрете. Колода Джокера — это воплощение всех стереотипов о роскошном казино для богачей. Здесь есть все: изысканная еда, пышные наряды, а также развлечения на любой вкус. От покера с высокими ставками до гонок на гигантских верексах. В качестве ставок используют фишки на миллиарды кредитов, драгоценные камни и документы на владение целым континентом. Только представьте, что творится в VIP-комнатах, в которые я не могу попасть. Я подавал экзотические напитки знаменитостям, среди которых были герцогиня Раунцваль и Скорпио Девору. Также мне удалось заметить, как сенатор Литрикс и посол Рочестер обсуждали принцессу, с которой они оба знакомы. Траск и Валантайн, главные корсары Кумо-консул, сражаются с Захари Рекхамом за игорным столом, а посол суперзвезды Альянса Ксионы, когда она отхватывает большой куш, невозможно спутать ни с чьим другим. И да, Октобер Консорциум. Не забывайте про него. С ним связана новая сюжетка. 15 апреля 3308 года. Рекхама в президенты. Мультимиллиардер Захари Рекхам обсудил возможность выступить независимым кандидатом на пост президента Федерации в 3309 году. Вопрос был затронут на пресс-конференции в честь открытия шпиля Рекхама на Homeland в системе Бета-Гидри. В находящемся в тропосфере номере журналисты спросили мистера Рекхама о том, что он думает о Хадсоновской поправке. В ответ миллиардер в шутку намекнул на то, что может и сам принять участие в президентской гонке. Если в бюллетене будет 2 Захари, то многие точно проголосуют за меня по ошибке, сказал он. Финансовый журналист Бриана Бланка поделилась своими мыслями по данному вопросу в Federal Times. Шпиль Рекхама, подобно стреле, пронзил небо на Лос-Пионерос. Он столь высок, что днем его тень движется по городу, как будто по огромным солнечным часам. Это экстравагантное, дорогое, броское здание — настоящий алтарь, построившему ему человеку. Я половину своей карьеры слежу за Рекхамом и убеждена, что он всегда преследует те или иные корыстные цели. В данном случае все очевидно. Отшучиваюсь я по поводу участия в президентской гонке. Он заставляет людей поверить в то, что его кандидатура неизбежна. Это весьма наглый первый этап грядущей кампании. Я все еще не понимаю, как Рекхаму удается заставить всех забыть о его прошлом. Большинство новостных агентств отказываются вспоминать о том, что раньше он был Ситцевым Заком, одним из самых известных пиратов прошлого столетия. Они лишь рисуют образ богатого успешного предпринимателя, а теперь, возможно, и будущего президента Федерации. 22 апреля 3308 года. Рекхам укрепляет свои позиции в Бета-Гидре.
Богатый предприниматель Захари Рекхам превратил систему Бета-Гидри в свою политическую и экономическую штаб-квартиру. Портал Tau Ceti Journal утверждает, что компания Rackham Capital Investments владеет контрольным пакетом акций Beta-Gidri Corporation. Эта фракция на данный момент управляет системой, и Rackham входит в совет директоров системы и в течение многих месяцев является ее фактическим лидером. Во время пресс-конференции представитель Rackham Capital Investments отметил: «Мистер Рекхам – уроженец планеты Хоумленд. Он мечтает сделать что-то полезное для жителей своего бывшего дома. Например, возведение шпиля Рекхама вдохнуло новую жизнь в строительную промышленность Лос-Пионерос. Мы также инвестируем в местные компании, например, в сеть отелей Люкс Сомпутеукс, недавно переименованную в Рекхамс Румс, и в Маккарт Майнинг Ltd». Представитель СМИ уточнил, намерен ли Рекхам использовать политическое влияние в системе Бета-Гидри для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в следующем году. Представитель Rackham Capital Investments оставил этот вопрос без комментариев. Финансовый журналист Бриана Бланка прокомментировала пресс-конференцию для Federal Times. Согласно моим данным, никто не может подтвердить подлинность документов о гражданстве Захари Рекхама. Я считаю, что ситцевый Зак родился за пределами Федерации в захолустье, промышляющим пиратством и живущим в анархии и беззаконии. 4 мая 3308 года. Интервью с Захари Рекхамом. Новостное издание Soul Today организовало интервью с мультимиллиардером Захари Рекхамом, который, кажется, не прочь попробовать свои силы в политике. Предприниматель о многом побеседовал со съемочной группой на своей вилле на озере Рекхам, откуда открывается великолепный вид на поющие гейзеры, одну из самых известных достопримечательностей Хоумленд. Он прокомментировал успех своей бизнес-империи. «Мои сотрудники в Rackham Capital Investments отлично потрудились в последние годы. Сейчас мы ведем переговоры по покупке крупной компании владельца космопортов, так что готовьтесь к новым взлетам». Рассказал про свой вклад в Beta-Gidri Corporation. То, что я могу помочь соотечественникам в Бета-Гидре в управлении государством, большая честь для меня. После того, как я навел порядок в паре отделов, дела пошли на поправку. Пояснил свою позицию по поводу слухов о выдвижении собственной кандидатуры на президентских выборах Федерации следующее. Я польщен тем, что люди хотят видеть меня в качестве независимого кандидата. Не верится, правда? Простой парень вроде меня и президент. Полагаю, что людям всего лишь нужна альтернатива тому, что предлагают Хадсон и Винтерс. Дал комментарии также о статье Брианы Бланка о своем пиратском прошлом. Нельзя не восхищаться упорством госпожи Бланка. Ее ситцевый Зак будто со страниц романа Олова Редкарта сошел, не правда ведь? Хочу поблагодарить ее. В ее описании я выгляжу куда более внушительно, чем в реальной жизни. 9 мая 3308 года Рекхам становится триллионером. Благодаря недавней сделке личное состояние предпринимателя Захари Рекхама превысило за отметку 1 триллиона кредитов. Это достижение было отмечено статьей в Tau Ceti Journal. Rackham Capital Investments теперь официально владеет компанией Kavanagh Space Frames Ltd, которая занимается постройкой космопортов Orbis. Эта сделка обсуждалась уже много лет, и на вид переговоры практически не продвигались, но в последние несколько дней обе стороны внезапно пришли к соглашению. Сюзанна Хейнс, генеральный директор компании под новым названием Rackham Space Frames, одобрила сделку. Она отметила, что упроченная финансовая стабильность только повысит нашу эффективность в сфере производства орбитальных строений. По оценкам аналитиков, общее состояние мистера Рекхама теперь ориентировочно равняется 1 триллиону 12 миллиардам кредитов. Теперь он один из немногих частных лиц Федерации, которые могут называть себя триллионерами. Federal Times опубликовала заметку от журналистки Бриана Бланка. «Я не могу подвергать сомнению законность приобретения Kavanagh Space Frames, но время заключения сделки не может не наводить на подозрения, учитывая недавнее нагнетение шума и привлечение внимания от самого Рекхама по поводу его выдвижения в президенты. Не знаю, на что ему пришлось пойти, чтобы сделка состоялась, но внимание публики явно того стоит. Теперь, когда гражданин Федерации по статусу сравнялся с членами королевской семьи империи, к нему точно начнут стекаться политические сторонники и корпоративные инвесторы». 27 мая 3308 года Рекхам объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.
триллионер Захари Рекхам официально подтвердил свое участие в президентских выборах Федерации в 1309 году. Слухи оказались правдой, и мистер Рекхам больше не скрывает своих намерений. На пресс-конференции он заявил: «Я знаю, о чем вы думаете. Этого парня и в президенты. Разве нами может управлять предприниматель, который едва свалил концы с концами, торгуя безделушками на старом ржавом Сайдвиндер?» Но просьбы достойных людей не оставили меня равнодушным. Несмотря на свое скромное происхождение, я верю, что мой опыт в управлении корпорациями может пригодиться Федерации. Мне кажется, мы все устали от пустых обещаний, которыми пичкают нас политические партии. Настало время прислушаться к советам простого парня. Мистер Рекхам также пояснил, что ему нужно время на подготовку политической программы и формирование предвыборного штаба. Сейчас неизвестно, планирует ли он создать собственную партию или хочет баллотироваться в качестве независимого кандидата. От президента Хадсона комментариев пока не поступило. Теневой президент Винтерс также пока хранит молчание. В Конгрессе отметили, что шумиха вокруг Рекхама может привлечь внимание общественности к президентским выборам в следующем году. В выборах в 3300 году принял участие только 65% избирателей. Издание Tao City Journal утверждает, что стоимость акций Raycom Capital Investments взлетела до рекордно высокого уровня за одну ночь, значительно обогатив многих инвесторов. И в начале сентября этого года новость. 8 сентября 3311 года. Raycom финансирует этап исследования после обнаружения HIP 87621. Тайна заблокированной системы HIP 87621 по-прежнему не разгадана, а с помощью сканеров большой дальности были обнаружены необычные планетарные сигнатуры, после чего пошла та самая цель сообщества со сканированием, которая закончилась на момент написания сценария к этому видео. И важный момент, который сейчас я вам поясню. Помните ту компанию, которая у нас сейчас фигурирует, чьи мегашипы у нас развлекаются и летают туда-сюда в ту систему и обратно, куда мы не можем попасть. И никто не знает, почему там есть запрет. Так вот, новость Галнета от 5 октября 3307 года, где были те же самые секретные операции в кавычках колоде Джокера. Там прям было написано то, что в данный момент мы находимся на складе Октобер Консорциум. Так что он замешан с этой компанией как-то. Поживем, увидим, что у нас будет происходить. Я выцепил интересные моменты из Галнета, где раскрывается этот персонаж. Давайте подытожим это дело маленько. Захари Рекхам — одна из самых противоречивых и влиятельных фигур в Федерации. Бывший пират. Имеет прошлое легендарного пирата по прозвищу Ситцевый знак, который он старательно скрывает, представляясь сделавшим себя предпринимателем. Хитрый и расчетливый триллионер, чрезвычайно богат, его состояние превышает 1 триллион кредитов. Все его действия, даже благотворительные, продиктованы корыстными интересами, уход от налогов, либо уже улучшение репутации. Манипулятор и интригант не гнушается никакими методами для достижения цели. В корпоративных конфликтах, как стая Гаварис, использует шантаж подставных лиц и, возможно, устраняет неугодных. Популист строит образ простого парня, вышедшего из низов, чтобы заручиться поддержкой народа в своих политических амбициях. Ключевые события, которые у нас были. Пиар и уход от налогов в 3304 году. Сделал громкое пожертвование на верфи Колония и выиграл миллиард в лотерею. Что журналисты связали с предстоящим налоговым аудитом. Корпоративная война 3305 года. В его компании Raycom Capital Investments произошел конфликт с новым финансовым директором, бывшей пираткой Тае Гаварис. Несколько высокопоставленных сотрудников погибли при загадочных обстоятельствах. Рекхам, вероятно, с помощью шантажа заставил Гаварис уйти, а расследование было заблокировано благодаря его связям в разведывательной службе Федерации, она же РСФ. Масштабные проекты 3306-3307 годов финансировал строительство станции Крыша Мира, в самой высокой точке галактики, которая был замечен в роскошном казино колода Джокера среди криминальных авторитетов и той самой компании. Политический взлет в 3308 году объявил о намерении баллотироваться в президенты Федерации, укрепил свою власть в родной системе Бета-Гидри, выкупив контрольный пакет акций местной корпорации. Стал триллионером после покупки крупной компании по строительству космопортов и активно работает на свой имидж, высмеивая слухи о пиратском прошлом.
Захари Рекхам — это классический пример волка в овечьей шкуре. Используя огромные финансовые ресурсы, манипуляции и связи, он успешно отбелил свою криминальную репутацию и превратился в могущественного, корпоративного и политического игрока, претендующего на высший пост в Федерации давным-давно. Его истинные цели остаются загадкой, но все его действия указывают на безграничные амбиции и готовность идти по головам. А теперь давайте просто представим, что может пойти дальше по сюжету, учитывая, что этот персонаж заинтересован в той системе HIP 87621, где были обнаружены необычные экзобиологические сигнатуры. Напишите, что думаете по этому поводу в комментарии, и я бы не делал бы это видео, если бы вы в моем телеграм-канале, ссылочка на который в описании, не были бы за это дело. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.